Меня зовут Галя, и в этом видео хочу показать вам, как сплести сувенирную розу из бисера в колбе. Давно хотела сделать такую работу, но стеклянные колбы или стеклянные клоши, их еще по-другому называют, стоят довольно дорого, и я нашла бюджетную альтернативу. В магазине Fix Price наткнулась на вот такие колбы. В этих колбах продавали детскую игрушку. Кому интересно, что в итоге у меня получилось, досмотрите это видео до конца. Всем приятного просмотра! Для плетения розы я выбрала вот такую вот красную рубку. Это китайская рубка, сатиновая. Для листиков выбрала зеленую рубку, это обычная рубка китайская. И для оттенения листьев у розы выбрала еще светло-салатового цвета рубку. Можно использовать не рубку, а бисер. Для плетения цветка нам понадобится проволока 0,3 диаметра. Желательно, чтобы по цвету совпадала с цветом выбранного бисера. В данном случае у меня это рубка. Отрезайте от катушки на сам цветок, на саму розу 2,5 метра проволоки. Если вы будете плести бутон, то от катушки проволоку не отрезайте, а набираете бисер на катушку. Так как начало плетения бутона это и есть продолжение плетения розы. Сейчас я вам все покажу, все будет понятно. Отрезала проволоку от катушки, набрала на эту проволоку небольшое количество основного цвета и теперь проплетаем петельки следующим образом. Вставляем небольшой кончик проволоки и отмеряем 2 сантиметра рубки. Проплетаем петельку. Рядом проплетаем еще таких 2 петельки. Дальше эти петельки нам нужно развернуть лицом друг к другу, выгнуть таким образом и сомкнуть. Вот так. Далее продолжаем плести петельки. Также отмеряем 2 сантиметра бисера, оставляя небольшой кончик вот здесь вот, где-то полсантиметра, даже чуть меньше. Дальше также проплетаем петлю, сплющиваем ее и делаем вокруг этой получившейся петли оборот проволокой из набранного бисера. Так, теперь нужно проплести еще 2 таких петли. В итоге получается так. Теперь эти петельки нужно обвести вокруг вот этих вот 3 собранных между собой петель. Распределить. Так. И стараться их присоединить к предыдущим петлям в шахматном порядке. Там, где смыкаются 2 первые вот эти вот петли, присоединить сюда вот этот. Ну и так последующие. Так вот соединяем. Вот такой получается бутончик. Если вы плетете бутон, то отрезайте проволоку от катушки. Если у вас это сам цветок розы, то продолжаем дальше плести. На композицию в колбе мне понадобилось 2 таких бутончика. Ну а мы продолжаем плести розочку, сам цветочек. Дальше мы проплетаем точно такую же петельку одну рядом с этим бутоном. То есть 2 сантиметра бисера отмеряем, проплетаем петельку, оставляя где-то расстояние от бутона и петли где-то полсантиметра или 0,3 сантиметра. Точно так же огибаем вокруг петли проволочкой, набранной бисером.
Дальше в обратном направлении продеть свободный конец проволоки через последнюю петельку и вытянуть эту проволоку где-то вот на этом расстоянии. То есть делаем это следующим образом. Наша петелька, и нужно конец проволоки вывести. Вот так в итоге получается. Здесь вот проволочку вытащила я. Вот. Дальше набираем небольшое количество бисера, так, чтобы обогнуть макушку вот этой петли. Вот. И дальше где-то на таком же уровне, что и здесь, просовываем свободный конец проволоки в обратном направлении через петлю. Вот так вот вышла у меня проволочка. И затягиваем. Так вот у меня получилось. Проволочка вот здесь вышла. Тем самым лепесток у розочки получится в виде капельки. Дальше прокрутку сделаем. И сделаем полный оборот бисером или рубкой вокруг этой петли. Набрали рубку. Так. И огибаем петельку. Вот такая каплевидная форма лепестка получается, и необходимо нам проплести еще 3 таких лепестка следующего ряда. 4 лепестка такого размера получилось у меня. Несмотря на то, что так все неаккуратно, расхлябанно смотрится, впоследствии мы лепесточки будем подклеивать при сборке. Дальше вот эти 4 лепестка можно пока даже не придавать форму цветку, просто согнуть сюда вместе, чтобы они не мешались. И нужно проплести завершающий последний ряд лепестков. Их будет 5 штук, плетутся по аналогичной схеме. Оставляем прям кончик такой побольше, здесь уже около сантиметра нужно оставить отступ от основного цветка. 2 сантиметра бисера набрали. Так, проплетаем петлю и огибаем эту петлю 2 раза проволокой, набранным бисером. И теперь точно так же, таким же способом нужно пройтись свободным концом проволоки через начало последней петли, выйти на этом уровне. Вывели проволоку здесь, набираем небольшое количество бисера или рубки. Такое количество набрали. Снова выводим проволочку отсюда сюда. Так, вывели проволочку, делаем скрутку и также делаем один оборот проволокой вокруг этой петли, набранной бисером. Вот такой лепесток большего размера последнего ряда получается. Теперь нужно проплести еще 4 таких лепестка. Проплела я оставшиеся 4 лепестка, должно быть 5 их. Вот они у меня получились. Так, вот это ранее мы собирали. И теперь нужно швом, то есть изнаночной стороной, вот здесь вот видно, где проволочка, здесь ее нет. Изнаночной стороной положить лепесточки к основному вот этому бутону вокруг. Ну, пускай будет на данный момент так.
Вот, и проволочки вот эти вот здесь вот скрутить очень плотненько между собой. Ничего страшного, что розочка сейчас выглядит вот таким образом. Все очень жиденько. Придавать форму розочки будем с помощью горячего пистолета. Пистолет горячий сильно не нагреваем, чтобы клей не был очень жидкий. Нам нужно, чтобы он был густой. Расправляем первый ряд лепестков. Дальше второй ряд лепестков. Это у нас 4 предыдущих. Потом у нас идут 3 начальные петельки. Так, вот эти петельки так и остаются у нас. Дальше идут 3 лепестка вот эти. Стараемся их согнуть вовнутрь, скрепить. И дальше идет следующий уровень лепестков. Также их стараемся соединить. Этим лепесткам тоже немножко придадим форму. Прям в основание лепестков капаем небольшую капельку, прям совсем чуть-чуть клея. Так. И прижимаем у основания, только у основания. Схватился клей. У следующего лепестка тоже капну клей. Здесь тоже. Так. И так. И вот так. Ну вот так пока получается. Оставим пока сердцевинку в таком виде. Дальше прикрепляем последний ряд лепестков. В шахматном порядке желательно, делая нахлест один на другой. Но это как получится, конечно. Ну, нужно смотреть по ходу работы, как будет смотреться. Капельку клея у основания. Угу. Так, следующий лепесток. Вот, видите, немножко с нахлестом должно быть. Ну, оставшийся тоже приклеиваем. После небольших манипуляций по выравниванию лепестков розочка приобрела свой уже более-менее готовый вид. Такая вот у меня она получилась. Вот с изнаночной стороны.